Женщина только разогрелась, а мужчина уже все. И, конечно, такой осадок остается, и женщина, не успевает, не все пары приходят к взаимному соглашению. И мужчина бы и хотел, но не может удержать ту эякуляцию, которая уже вот-вот подступила. Как показывает практика, в среднем половой акт длится 3-5 минут. И хотелось бы многим парам и подольше, и покрепче. Как прийти к этому? Каковы причины? Сегодня я расскажу тебе в этом ролике. Есть медицинские причины, которые ведут к быстрому семяизвержению. И мужчина как бы не хотел, он не может это удержать. Сначала эмиссию, которая пред, а потом эякуляцию. И естественно, если он задерживает силы, когда уже идет эякуляция, ему это не идет на пользу. А нужно сделать так, чтобы предотвратить еще эмиссию, то есть которая вот-вот только начинается. Каковы медицинские причины, что мужчина быстро заканчивает? Это и суперчувствительность головки полового члена, и перенесенные инфекции, передающиеся половым путем, и простатиты, и дефицит серотонина. Да-да, дефицит серотонина, когда у мужчины не хватает этого нейромедиатора, он не может затормозить процесс эякуляции. И те препараты, которые вызывают быстрый всплеск этого нейрогормона, они как раз и ведут к тому, что пролонгируется половой акт. Он становится подлиннее, но имеет много побочных эффектов. Мужчина такой говорит: вы знаете, я его выпью, да, он вроде как бы подлиннее, но у меня как будто бы пыльным мешком меня прибили, сообразительность какая-то теряется. То есть, естественно, это вмешательство в головной мозг. Эти причины могут иметь, конечно же, место в быстрой эякуляции. То есть все, что я перечислила. Но есть еще одна важная причина. Это нейромышечный блок в грудопоясничном переходе. Что я имею в виду? Центр эякуляции и эрекции не в крестце, а в первых-вторых поясничных позвонках. И если там возникает блок, то, естественно, и уровень спинного мозга страдает, подход туда, и кровоснабжение, и отток оттуда, и нервные импульсации. Встаньте на ноги, положите большие пальцы сзади, где заканчиваются ребра, 11-12 внизу, и первый-второй поясничный позвонок. И продавите внутри, продавите, как будто бы прогнулись и продавили пальцами на уровне первого-второго поясничного позвонка. У некоторых мужчин идет иннервация, отдает прямо в промежность или в яичко. То есть мужчина так и говорит: я начинаю там что-то двигать, а у меня прям в яичко отдает. Вот, там сформирован блок. И если это как одна из причин, если эту не убрать причину, то у мужчины может и пить таблетки, и прыскать лидокаином для того, чтобы снизить чувствительность головки, и даже иногда прибегать к методам хирургического вмешательства. А можно попробовать гораздо проще. И если тебе интересна тема мужского здоровья, переходи на мой закрытый телеграм-канал, где я рассказываю в формате прямых эфиров и ответов на вопросы, что происходит в мужском организме, как происходит семяизвержение, как добиться полной эрекции, от каких факторов она зависит, что такое мужская энергия и вообще все то, что касается мужского здоровья. Какие же методы позволяют мужчине справиться с этим? Конечно, первое – это использование лидокаина. 10% лидокаин чаще покупают венгерский, который за 20 минут до полового акта спрыскивается головка. Самое главное – вытереть ее потом насухо. Но эта проблема, она, конечно, исключает спонтанный секс. То есть, мужчина загодя должен подготовиться, а у некоторых это бывает внезапно. То есть, вот случилось, и все, и надо свершить, тут уже лидокаин не поможет. Плюс ко всему, его надо хорошо убрать, потому что если анестезируется партнерша, смысл в сексе теряется. Что еще? Презервативы с анестетиком, и некоторые даже используют 2 презерватива, потому что в одном чувствительно, во втором нечувствительно. То есть, тут уже как на выбор, как придет. Что еще? Препараты, именно содержащие, провоцирующие образование серотонина, удлиняющие половой акт. Техники психологические. Вот, например, есть техника, когда мужчина понимает, что у него скоро подойдет взрыв, то есть пульсация начнется, он делает глубокий вдох. У нас 2 взаимоисключающих процесса.
Вдох глубокий и кончить невозможно. То есть получается, когда человек вдыхает глубоко, диафрагма расправляется, у него задерживается семяизвержение. Такой тактикой можно пользоваться. Еще очень важная техника – это стоп-старт. Когда мужчина, например, понимает, что скоро близится семяизвержение, он сжимает, вынимает головку, сжимает ее на уровне венечной борозды и отодвигает семяизвержение. Некоторые мужчины думают о чем-то, отвлекаются, чтобы насильно терять вот это возбуждение, отодвигает. Но есть вот эти техники, которые позволяют и снизить чувствительность, и восстановить нормальную импульсацию, которую я провожу в закрытом канале. И мужчинам своим я рассказываю об этом, они уже об этом знают. Итак, сексуальное удовольствие – это то удовольствие и искусство, которому можно учиться всю жизнь. А я желаю вам идеальных интимных отношений.